Друзья, всем привет! Я Алексей, канал Календарь Рыболова. С Карлосом направляемся к землянке. На мне сегодня рюкзачок побольше, чем обычно. Это потому, что я решился переночевать в землянке. Точнее, в том, что от нее осталось. На данный момент она без одной стены. А сегодня, скорее всего, будет уже без двух стен. Ну а дальше посмотрим. Сегодня по дороге нашел интересное место в плане фотоловушки. Очень такое перспективное. Думаю, на обратном пути заберу ее. Должны быть интересные кадры. Так что, скорее всего, ждите в конце видео новые места с фотоловушкой. А еще по дороге было очень много грибов. Причем в таких местах, где раньше я их не встречал никогда. Вчера прошел дождь, поэтому поход перенес я на сегодня. Вот. И думаю, что если уж там, где я не видел грибов, они были в большом количестве, то здесь, где вокруг землянки они постоянно растут, думаю, тоже должны повырастать. Но, правда, именно мои любимые грибочки будут растить чуть позже, ближе к осени. Вот мы и на месте. Первым делом хочу обустроить место для ночлега. Я мыслил сегодня вытянуть из землянки все, что будет мне мешать продолжать ломать и строить. Заодно и поставить кровать где-то здесь на улице, натянуть сверху тент, чтобы можно было переночевать и заодно спрятать какие-то вещи от дождя. Но посмотрел, что вверху очень много сухих веток. Непонятно, где выбрать место для кровати. Внутри землянки, мало того, что она там мешает для работы, а во-вторых, она сейчас очень нестабильная, неустойчивая конструкция, потому что землю я со всех сторон откинул, а она уже покосившаяся. Наверху тяжелые бревна, которые в принципе могут ее сложить. Так что небезопасно там ночевать сейчас. В общем, буду искать место для ночлега. Карлос, что ты там опять гоняешь? Кого? Хватит копать. Похоже, что это будет место моей ночевки. Нужно немного распланировать, раскидать дровишки. И здесь можно будет укрыться от сухих веток, которые могут падать ночью. Да, нужно же посмотреть, что тут с растворами для кладки чурок. Ну, визуально они все сырые. Это, конечно, не удивительно, ведь был же дождь. Трещин нигде нет. В принципе, держится очень крепко. Такое ощущение, что можно было бы строить и без каркаса, а крышу устанавливать прямо на кладку. Хотя с каркасом, думаю, будет надежнее. Вообще лишний раз не хочется копать, с места на место перебрасывать. Я лучше подрегулирую ножки кровати. Или подложу, или подкопаю под ножку.
В общем-то, можно уже накрыть тентом и убежище считать готовым. Но мне немного низковато. В принципе-то спать можно. Короче говоря, хочу под все эти бревна одновременно затолкать еще одно бревнышко. Только пока не соображу, как бы это сделать малыми силами. Как их поднять все одновременно. Ну вот, получилось. И довольно устойчиво. Можно теперь накрывать тентом и стелить постель. Карлос, ты тоже себе берлог делаешь? Это правильно. Все, непогода больше нам с Карлосом не страшна. Матрас и покрывало я повесил, чтобы протряхли на ветру. А ветерок сейчас не слабый. То и дело падают деревья вокруг и ветки. Но здесь от веток я надежно защищен толстыми бревнами. Поэтому спать будет безопасно. У меня с собой удочка. Ну, точнее, дальний заброс с пружиной. Можно было бы забросить на леща, так как в прошлый раз мне удалось поймать. Но сейчас такой ветер, и на водоеме сильные волны. Может быть, ближе к вечеру или на ночь поставлю. Грибочки молоденькие полезли, очень много. Сейчас разведу огонь, так как время уже послеобеденное. Хочется уже и перекусить чего-нибудь. Ну а пока будет разгораться, начну разбирать еще одну стену. Карлос, что ты свой нос в каждую дырку пхаешь? И за нос кто-нибудь схватит. Угу.
Брусочки всегда пригодятся в строительстве. Какие-то полочки сделать, что-то закрепить, подложить. Пусть побудут. Сжечь всегда успею. Дровишки прогорели, буду начинать готовить. Сегодня у меня снова кукурузка. ДСП в лесу дефицит, как и саморезы и гвозди, поэтому все сохраняю. Ну а теперь можно снимать баннер со стены и скидывать бревна. Друзья, часто слышу в комментариях, что мы с Карлосом не доедаем. Уж очень у нас мало еды. На кукурузе далеко не уедешь. Ну и в таком духе. Поверьте, у нас достаточно еды. И у Карлоса, и у меня. Постоянно есть в запасах консервы. И человеческие, и для животных, для собак. И сухой корм. И у меня постоянно я с собой приношу множество овощей. Вот сейчас и кабачки, и помидоры, и бурячок, и кукуруза, и огурцы. Ну, все есть, и зелень. Вот. Всегда можно открыть тушенку. В общем, я всегда ем тогда, когда голоден. И вам рекомендую также делать. Не стоит есть так по привычке, когда не хочется. И ешьте, когда голодны. И вообще от голода довольно сложно умереть. Намного проще наоборот, от переедания. Так что вот такие вот дела. Спасибо, конечно, что переживаете. В общем, приятного аппетита. Буду перекусывать. Завтра утром, если будет хорошая погода, на кукурузу буду ловить рыбу и также добавлю ее в прикормку. Я бы, конечно, с большим удовольствием поел бы сейчас более плотненько, но, скорее всего, уже не захотел бы работать. А так, еще 2-3 часика пойду поработаю. Бубух. Хорошо, что я первым не начал отсоединять центральный гвоздик. А то меня бы крепко придавило этими бревнышками. Карлос услышал косулей.
Что, не догнал? Карлсончик. Где мой олень? Он сюда не поместится, он здесь не прятался. Он наверх бежал. Я видел, Карлос. Оставь мышку в покое. Принеси хотя бы барсука. Я вот не пойму. Это так стало видно, как она наклонилась после того, как бревна убрал. Или она наклонилась еще сильнее, когда убрал бревна. Бревна могли все-таки хоть как-то сдерживать от наклона. Ну что, еще немного осталось. Ну что, вроде справился с этой стенкой, бревна повыкидывал. Нужно еще навести порядок, поубирать баннеры, разгрести вот этот угол. Но это попозже. Пойду я, пожалуй, еще немного перекушу, чтобы вы не переживали. Действительно, что-то проголодался. Еще раз приятного аппетита. Объелся так, что еле в берлогу свою заполз. Ну вот так обустроился. Не люкс, конечно, но жить можно. Все тесноватая будка. Карлос уже спит, а я хочу связать снасть с пружиной на завтра на утро, чтобы завтра не тратить времени. Не знаю, правда, смогу ли привязать крючки при свете лампочки. Но попробую. О, Карлос, ты что проснулся? Ничего не вижу, так на ощупь, можно сказать. Вроде держится. Ох, намучился. Не могу ни в какую продеть сквозь пружину плетенку. То ли отверстие здесь плохое. Но раньше все было нормально. Не знаю. И главное, что она у меня единственная. Боюсь что-то сломать совсем. Наверное, уже буду завтра по-светлому разбираться. Пойду уже отдыхать. Карлос, пойдем. Пойдем спать. Все, спокойной ночи. До завтра. Доброе утро. Карлос разбудил лаем своим. Кого-то обгавкивал. Я уже просыпался раньше, на рассвете, до восхода еще солнца. Ой. Ну так прохладно было, не хотелось вылазить.
Вот с утра сразу получилось. Но похоже, очки все-таки пора выписывать. Карлос почти всю ночь гонял всяких зверушек. Погода замечательная. Сейчас сделаю прикормку и заброшу удочку. Найк уже заждался рыбки. Странное дело. Пролежал початок кукурузы. Я его оставил здесь на пару дней пролежал на открытом месте, на крыше, там где мыши бегают вовсю. И ни одно зернышко не съедено. Наводит на мысль, что она, наверное, чем-то обработана на полях. И не очень полезно ее есть, раз даже мыши не едят. Вообще никто не съел. Пролежала 2 дня здесь. На один крючок насаживаю пуфик плавающий, на второй кукурузу. Кто-то попался. Клюнула на кукурузку. Утром проснулся, вроде бы все в порядке, ничего не болит, все хорошо. Начал вылазить из этой берлоги, как прострелила под лопаткой справа. Думал, все, не согнусь, не разогнусь, думаю, как домой ползти. Ну, немножко расходился, разговорился, разловился. Вроде отпускает. Надеюсь, что все в порядке будет. А то переживаю, что полгода потом восстанавливаешься, а за полдня убиваешься. Вроде ничего такого сложного-то я не делал, тяжелого. Все аккуратно, но уже рассыпаюсь по чуть-чуть. Это уже лечь похоже. Красавчик? Вот и я говорю, красавчик. Пока Карлоса снимал, как он там мышей ловит, пропустил хорошую поклевку.
Карлос, она уже давно на другом краю острова. Только что так дернуло, что спиннинг аж упал в воду. И нужно было выбирать, то ли включить камеру, чтобы заснять и показать вам, то ли быстро подсечь и поймать рыбу. Я выбрал камеру, а рыбу, к сожалению, поймать не удалось. Еще один красавчик. Этот сопротивлялся так бойко, я думал, что намного крупнее. Вот какой. Не выписал. Вообще я не планировал на такой активный клев. Я рассчитывал забросить удочку и пойти чем-нибудь заняться, приготовить еду или, опять же, может быть, покопать, поломать. А тут так клюет, что и не отойдешь от удочки. Что-то стало клевать очень аккуратно, толком и не потянет. Непонятно, подсекать, не подсекать. В общем, пойду подброшу дровишек. Нужно готовить поесть что-нибудь. Грибочек красивый какой был. Нужно побольше дровишек, чтобы было много углей. Хочу пожарить кабачок на углях, на решетке. Пойду проверю, сколько там рыбы уже прицепилось. И правда прицепилась. Удочка скачет. Карлос, ты что там делаешь? Или ты не Карлос? Карлос. Что там лазишь? Сожрал уже кого-то? Ну что, уже и неплохо так наловил. Мне, в принципе, больше не надо. Вы знаете, я до рыбы и не жадный. Может, поэтому у меня
всегда хорошо клюет. Прикормки осталось буквально на 1-2 раза, поэтому еще разок заброшу и пойду заниматься своими делами. Пойдем, Карлос. Все, забросил, как раз прикормки хватило еще на одну кормушечку. Пойду жарить кабачок. Ух ты, звенит как зараза. Не дает мне ничем заняться. Хотел сказать, что угли еще не готовы. Есть время, пока прогорят дрова. Хотел разобрать там парилку свою, вагонку поотрывать. А тут как зазвенит. Ух ты, спиннинг сорвало с палки. Почти в воду утащила. Колокольчик слетел, похоже. Хорошо клевало. Ну вот так, особо не отвлекаясь от основных занятий, наловил рыбки. В принципе, в кормушке еще остался корм. И на крючке на одном есть кукуруза. Но забрасывать уже не буду, хватит рыбы. Тяжело тащить будет до дома. Ну вот как раз и прогорели. Можно жарить. Вы меня настращали в комментариях. Мало ешь, ничего, сил нету, ничего не сделаешь. Будешь худой и старый. Я вот такой кабачок притащил. Не знаю зачем. Вот придется жарить. Огромный такой. Скорее всего, пожарю и буду и домой заберу. Не, ну съем, конечно, какую-то часть. Но весь я точно не съем. Тем более еще яичница у меня впереди. Один улетел при переворачивании. И похоже, что сильно большой жар. Как-то с кабачками не заладилось. При переворачивании жар очень сильный, руки обжигают. Короче, 3 штуки улетели туда в магму, растворились. Остальные поподгорали и, скорее всего, внутри будут сыроватые. Буду переходить к яичнице, а когда жар немного поубавится, тогда попробую дальше еще пожарить кабачки.
Бурячок ем регулярно, причем сырой, намного полезнее для давления. Вкусно получилось, главное полезно, без масла, на углях запеченные. Сделаю еще и принесу домой уже готовое. Ух, и саморезов же я накрутил здесь. И жалко ломать. Пригодятся дощечки. На полочке всякие ящички. Одну халабуду ломаю, а вторую сразу строю. Но зато не будет задувать. Ночью так поддувало со стороны водоема. Не то чтобы холодно, но, я говорю, уши подмерзали. Мышиное гнездо было прямо под моей кроватью. Тягали туда всякие пакетики, чая, там, ну и всякую ерунду, все, что им там пригодится. В общем, немного они там подрыхлили сверху, но там, как я и говорил, сплошная глина идет. Копать ее будет очень тяжело. Вот, поэтому я сейчас хочу сделать небольшое углубление и начать туда заливать воду, чтобы она размягчалась. Ну, как я и говорил, чтобы в итоге сделать такое естественное корыто. Там буду замешивать постоянно глиняный раствор, вырабатывать его, и каждый раз он будет все больше и больше глубже пропитываться. И я смогу прямо мастерком или лопатой понемногу снимать слой уже вот этой растаявшей глины, откисшей. Думаю, должно получиться.
Сначала прямо очень быстро начала впитываться. Я аж не понял, как так может в глину быстро уходить вода. Но тут просто есть трещины. И в принципе может, конечно, и в трещины уходить. Ну что, сейчас посмотрим, как оно размягчилось. Ну, в общем-то, так 5 литров бумс и ушли в никуда. Воды, конечно, будет много уходить тоже. Есть мысль принести небольшой насосик, есть 12-вольтовый. Можно подключить от аккумулятора или от панельки. И можно немного облегчить свой труд. В общем-то, размокает, копается намного легче, чем на сухую. Но это еще не чистая глина. Здесь примеси вот этих камней и земля пока есть. Но чуть ниже будет уже глина. Я думаю, в любом случае будет легче копать мокрую. Так что так и буду продолжать. Заодно попробую еще один пробный раствор. Вот прямо без добавления чего бы то ни было. Вот какой есть уступ. Размочил и вот бросил на бревна. Посмотрим, что будет, когда это высохнет. По мере разбирания землянки у меня все меньше остается места для всего этого хлама. Я, конечно, понимаю, что если все это вынести, потом хорошенько поскладывать, поупаковывать, ну так сказать, посортировать, с головой все это разложить, то, конечно, можно довольно компактно все это собрать. Но это же лень, и это столько времени заберет. Все вытянуть, все пораскладывать. В общем, пока так. Дальше будет видно. Если совсем некуда будет складывать, придется проводить инвентаризацию. Ну и у меня есть еще вот такой склад. Была одна землянка, теперь две, можно сказать. Ну что, вполне нормальное укрытие получилось. Конечно, не 5-звездочная, как эта землянка, но на 3 звезды потянет. Полез в рюкзак, попался пояс мне для спины. Главное вовремя. Взял сегодня еще вот такую обновку. Пила с Алиэкспресса. Не знаю, как она пилит, самому интересно. Думал, может пригодится, надо будет что-то пилить. Но как-то сегодня обошелся. Надо взять хотя бы какую-нибудь дровишку и твердую породу попробовать отпилить. Вот эту попробую. Ну что сказать, как-то она дорежет. Так, взять с собой на крайний случай можно что-нибудь отпилить, какую-нибудь небольшую веточку. Но так как показывают, когда он туда-сюда, туда-сюда, и все, и такое бревно отрезано. Это явно не то. В общем, ерунда какая-то. Единственное, что компактная, удобно с собой положить куда-то. Ну, пилит, надо постараться, чтобы отпилить. Рыбу из воды вытащил, потому что у берега она теплая. Две уже уснули, но две еще живые, поэтому рыбку нужно транспортировать домой, иначе испортится. Странное дело получается. Отсюда посмотришь — избушка. А отсюда посмотришь — беседка. Ну что ж, считаю, что ночевка прошла успешно, без особенных осложнений, хотя и были такие порывы на приступ вечером, но я выпил пилюльку и сумел подавить их на корню, так сказать. Вот.
Ну да, и утреннее защемление, не пойми чего. С другой стороны совсем. В общем, непонятно, что это было. Но сейчас все в порядке. Так что долго засиживаться дома не буду. Один денек, наверное, все-таки отдохну. Есть у меня кое-какие дела. И потом снова за работу. А с вами буду на этом прощаться. Всем здоровья, добра и мира. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока. Вот это гигант. Это зонтик, который, наверное, съедобный. Я таких еще не видел. Просто огромный. Вот мой 44 размер.